Hey, I wish that I kept that K on me. Wait, walk with a limp, cause the K up in my jeans. Wait, hey, you'll never ever ever catch me lacking. Never ever have I changed on my niggas. Whatever weather, I'ma make it rain in this business. Put your Бобби Уорден Сандимани III, более известный под именем Destroy Lonely. Чел буквально разрушил одиночество ребят. Destroy Lonely является уважаемым членом лейбла Playboi Carti под названием Opium. Поподробнее о его деятельности в рамках Opium мы поговорим, спускаясь к глубинам нашего айсберга. Кен Карсон, еще один член Opium. Они познакомились, когда остались вдвоем на студии. Бобби оценил вайб и то, как Кен чувствует бит. Сейчас Destroy Lonely считает его своим настоящим братом. Another one, you know, the homie, and you know, you guys, another Opium member, Ken Carson, my brother. На многих мероприятиях они светятся вместе, участвуют в совместных фотосессиях для брендов, выступают вместе и постоянно фитуют друг с другом. Из наиболее популярных работ можно назвать MDMA, Murder Music на альбоме Карсона, Veteran на альбоме у Destroy Lonely. Также в сети есть куча сниппетов еще не вышедших треков, многие из которых должны увидеть свет на последующих проектах. Вдвоем они сделали совместный подарок для Playboi Carti, который выглядит просто «Мое почтение». Интересно, что Lonely единственный исполнитель на лейбле, по отношению к которому не было выдвинуто никаких обвинений. У Карти был арест из-за хранения наркотиков и оружия, а также совсем недавно за домашнее насилие в сторону беременной женщины. Кен Карсон также был арестован за домашнее насилие. У Homicide Gang вообще мутная история. Ходили слухи, что Бена, один из дуэта, подкатывал к несовершеннолетней. В общем, суть в том, что Lonely добряк, и его имя по факту чистое. Буквально в каждом интервью Бобби рассказывает о происхождении своего сценического псевдонима. Его он придумал в подростковом возрасте, когда вел деструктивный образ жизни, употребляя наркотики и алкоголь. Что неудивительно на самом деле, так как сам он рос в Атланте. С 6 класса до старшей школы он обучался онлайн, поэтому порой его настигало чувство одиночества. Kid Cudi Day and Night — первый трек, который действительно запал ему в душу. И возможно как-то отразился на том состоянии исполнителя. Kid Cudi's song Day and Night. Yeah, bro, I ain't gonna lie. I feel like Day and Night was probably one of the first songs I heard, and I was like, bro, I really like this song. And I really relate to you. He's all alone through the day and night. Касательно музыкального начала, Бобби умеет играть на скрипке, пианино и трубе. Он имеет достаточно развитый музыкальный слух. В 2019 году на прямой трансляции Лон показал свой новый звук. I made a whole new song. Трек Bane увидел свет 30 июля 2019 года. В этот день Lonely исполнилось 18 лет. Bane — одна из самых популярных работ Lonely. Она выделяется ангельски очаровывающим инструменталом и неплохим ритмом, который задает артист. Через 2 года после релиза трек жестко завирусился в ТикТоке. В этом же треке Lonely делает тонну отсылок на комиксы. Мол, он сломает, суке, шею, как Бэйн. Бэйн — это персонаж комиксов DC, который сломал спину Бэтмену. На обложке релиза Lonely стоит в маске этого злодея. На одном интервью он сказал, что просыпаясь, чувствует, что он является персонажем. И подбирая свои образы, он чувствует себя как персонаж. И назвал свою куртку курткой Бэйна из фильма. Во все том же треке Lonely говорит, что влюблен в Мэри Джейн, другого персонажа комиксов. Как вы поняли, он является большим фанатом поп-культуры, комиксов и видеоигр разных жанров. И сам заявляет, что большую часть денег вложил в траву, одежду и видеоигры. Еще один трек, который обрел свою популярность в ТикТоке, и Flux Could Kill. Эту работу Бобби Уорден затизерил у себя на прямом эфире 19 октября 2022 года, в канун Хэллоуина. На прямом эфире он находился в тематической маске демона, Fashion Demon, ну вы поняли. Трек в конечном счете вышел на площадках в начале 2023 года. Перед прослушиванием трека нас встречает обложка, сделанная партнером Lonely, Stanmic.
На обложке изображена зацензуренная работа современного фотографа Максима Балестероса. Фото дает понять, как бы себя вели люди, если бы взгляды действительно могли убивать. If looks could kill. Дизайнер обложки также представил альтернативные версии, но как по мне, конечный вариант именно то, что треку необходимо в качестве титульника. Сама песня выделяется своим мрачным инструменталом, который создает определенную атмосферу, благодаря которой комьюнити Lonely обрело эстетику фэшн-демонов. Песня должна стать частью предстоящего одноименного альбома. По словам самого артиста, альбом должен был выйти в апреле, но конечная дата 5 мая. Обратный отсчет на сайте тому свидетельство, что схоже со старым методом промоушена плейбэк-карте. Огромные рекламные баннеры в центре города, мерч, куча обложек для цифровой версии и физической, то есть для виниловой пластинки, официальный трек-лист. Для создания визуала к своей работе Lonely вдохновлялся эстетикой слэшер-фильмов. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Альбом No Stylist. По-настоящему важная пластинка в карьере Destroy Lonely. В уже далеком 2020 году Лон объявил, что работает над мини-проектом микстейпом No Stylist, и он обязательно не разочарует слушателей. Бобби давал надежды на то, что работа выйдет 1 октября 2021 года, однако, как мы знаем, этого не случилось. Lonely серьезно взялся за этот альбом, и он стал чем-то большим, чем просто мини-проект. Работа была переписана целых 4 раза в попытках добиться того самого звучания, которое успокоило душу артиста. В конечном итоге альбом вышел аж 12 августа 2022 года. И уже 15 сентября Lonely объявил о выходе делюкс-версии альбома NS Plus Ultra. В свою очередь, делюкс-версия альбома вышла 18 ноября 2022 года. Отношения звезд всегда были объектом внимания фанатов, и Lonely не исключение. Еще со школы у него были отношения с девушкой по имени Айри. Оттуда у Lonely возник EP Forever I Love You, выпущенный в 2019 году. На самом деле он тут еще романтик, ведь этот грязный рэпер позволил себе написать любовное письмо для своей пассии. По его мнению, это самая романтичная вещь, которую он делал. Возвращаясь к Айри, хочется отметить, что у нее есть схожая татуировка на шее, на том же месте, где у Lonely татуировка Lord, посвященная его EP с одноименным названием. В инстаграме у девушки была история, где на ней видна футболка «Нарциссист» от Playboy Carti. И хоть артист какой-то период заявлял, что не находится в отношениях, Lonely, да, возможно, он пытался этим избежать развития парасоциальных отношений между ним и фанатами, чтобы люди перестали следить за его личной жизнью. Хотя на недавних интервью он мимолетно упоминал о наличии девушки. На данный момент это не обязательно может быть Айри. Lonely вместе с Карсоном светились в выпуске Icebox с Итом, где он делал себе ювелирку. Фит, считай, уже завтра. По словам Lonely, музыкой заниматься он начал достаточно давно, и первый свой трек попытался сделать у себя на старом компьютере. Но позже он начал работать на студии в своей школе, и это была единственная причина, по которой он там находился. Потому что всей душой ненавидел ее. Учитель даже разрешил ему свободно ею пользоваться, потому что понимал, что в плане учебы Бобби безнадежен. В итоге он познакомился с Nessus. Они вместе начали писать музыку, и у них вышел совместный альбом Nessus Destroyed. Отец Destroy Lonely является популярным в свое время рэпером Infamous 2.0, или просто I-20, который в свою очередь был лучшим другом рэпера Ludacris. Отец Lonely даже поучаствовал в его популярной работе Move Beach. Ludacris может быть вам известен по роли в серии фильмов «Форсаж». О своем отце Lonely высказывается в положительном ключе, отмечая его отличный голос, и что порой на студии он удивляется, что может звучать как I-20. Он выступал в качестве модели на показе у 1017 Alex студии под биты Филси. К слову, на том же шоу присутствовал еще один рэп-исполнитель Лэнси Фу. У Лэнси и Lonely были совместные фотографии в Милане. Бренду Мэтью Уильямса Lonely посвятил трек на работе под названием Overseas. Благодаря треку Ох Е на делюксе альбома Broken Hearts, Destroy Lonely пробился в ряды боевых единиц Опиума. Именно этот трек привлек внимание Карти. Человек Карти связался с Бобби и пригласил его на студию. Lonely видит в Карти своего ментора, наставника. Один из важных советов, который Джордан дал ему, звучит до абсурда банально. Это всегда оставаться верным себе и своему стилю. Делать все так, как сделал бы ты, а не кто другой. По такому же закону двигается приближенный человек Карти Барбери Эри, который выступал в качестве стилиста-консультанта для Карти. И вот уже пару лет как вместе с ним шакалит на сцене.
I told my boy go roll like Lonely был подписан на лейбл Carti в начале 2021 года. Он присутствовал в клипе на трек Sky, где безбашенная Крю из приближенных Carti творит беспредел в супермаркете. На бэкстейдж-фотке можно заметить неловкого Бобби. Lonely не скрывает наличие совместных работ с Джорданом, но по каким-то причинам ни одна из них не была опубликована. How many songs you and Cardi got? Did you guys get to work on some music and everything, or no? Oh yeah. I ain't gonna lie. Yeah, you know what I'm That's the saying? shit? And that's it, you know what I mean? It's going up though. Y'all gonna hear it eventually, you feel me? That's It's- Интересно, что произошла утечка в виде трека Кен Карсона и Картона под названием Loot. То есть Carti действительно пишется с участниками Опиума. Got a lot of loot. I 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 got a lot. Возможно, Джордан позвал Lonely в качестве гостя к себе на альбом, и в конечном итоге мы услышим новый хит с отцом. Ранее я упоминал о связи Lonely с брендом Мэтью Уильямса. У них была коллаборация в виде мерча для крупного тура No Stylist. В одном из последних интервью поднималась тема касательно того, как Lonely видит свое будущее. Если он не будет заниматься музыкой, он хочет срежиссировать свой фильм. В том же интервью он заявил, что начал увлекаться такой философской школой, как стоицизм. Не придавать значения мнению других людей, заботиться о исключительно важных вещах. Здесь как будто прослеживается влияние Carti, который, возможно, и посоветовал ему литературу такого характера. Ведь Джордан Террell Картер – доцент в области похуизма. Опиум Твинс. Опиум-близняшки. Совместный альбом Lonely и Кен Карсона. По слухам, альбом должен выйти после и Flux Could Kill. В общем, ждем Kel-Tec в ближайшем будущем. Like to it. And I need my money first before we proceed to move forward. And I had to go on her knees cause she know she just met the Lord. And they can't take her, make a nigga feel like some next. I fuck Bart, bitch, yeah. All my hoes flex, all my hoes know how to act. All my hoes flex, all my hoes fuck me like they like from the way. She fucking with the game, yeah. She know every game, son. If I call her, she gon' pull up, yeah, every time. I got one in the head, yeah, of my nose. I'm paranoid, take your life, yeah, my face ain't mine, yeah, I'm paranoid. Не так давно ходили слухи о еще одном альбоме вместе с Playboi Carti. Об этом был пост на его странице в Тамблере. Однако, как было ожидаемо, инсайт оказался фейком, ведь страница была взломана. Его никнейм в этой сети Top Floor Boss, и там он как нигде искренен, если так можно сказать. Он сделал ряд постов, где отреагировал на негатив от фанатов, а также задержек по поводу релизов. Я думаю, я слишком серьезно отношусь к туповатым людям. Почему я должен объясняться, что не имеет смысл? Артистизм. Я мог меньше заботиться о влиянии, или деньгах, или кто что делает, и особенно мнение большинства, с более слабым вниманием и неспособностью ждать чего-то на самом деле, произведенного от чистого разума. Дестрой или фанат задротской жизни еще с детства. У него был свой игровой канал со стримами, где помимо игр можно было наблюдать его мнение через призму его статуса в современном мире. Например, между D-Savage и своим ментором Playboi Carti молодой разрушитель одиночества без сомнений выбрал первого. Есть еще очень старое видео, на котором Lonely пародирует Carti, где тот поясняет своим знакомым за принципы. They could say I changed because I thought they was on the same. But they not. I thought they was on the same. But they not. Мы почти подобрались к адским глубинам. У опиумного сатаниста есть своя секта, состоящая из фурии, людей, переодевающихся в хвостатых животных. Они устраивают свои собрания, где играют треки их главаря. Дестрой Lonely король всех фурий, Lonely одинокий волк, вожак. Именно оттуда все приколы про волков. Да-да, ребята. И хотя Lonely отрицает свою причастность, факты налицо. Ребята, делайте выводы.
Ну и наконец, адские глубины. Чувствуется, как из преисподней припекает. Группа Винтаж думает, что они разрушили одиночество. Анна Плетнева, солистка группы, утверждает, что она лонли. Такие факты в тематических пабликах вы не найдете. У меня все. Споки-ноки.